Всех приветствую на своем канале. Сегодня мой обзор будет посвящен модели Peugeot 104 в масштабе 1 к 25. Этот ремейк производился силами ленинградского производственного объединения «Спутник». Производился этот Peugeot по некоторым данным с 1981 по 1987 год, но есть вероятность, что этот период мог быть немного шире как в сторону более ранних, так и в более поздних моделей. На этом заводе это была единственная известная модель ремейка, которая там когда-либо производилась. Реальный автомобиль Peugeot 104 – это супер-мини, разработанный Пауло Мартином и выпускавшийся компанией Peugeot с 1972 по 1988 год. Автомобиль оснащался двигателем объемом 1 литр Darwin Engines, причем этот мотор был разработан усилиями двух производителей Renault и Peugeot. Примечательно, что на протяжении всего периода существовало только одно поколение автомобилей, которое просто периодически подвергалось рестайлингу. В целом, спартанская комплектация Peugeot 104 за 16 лет практически не менялась, а список опций занимал от силы десяток строчек: обогрев заднего стекла, стеклоочиститель заднего стекла, кондиционер, тахометр, варианты отделки и немного прочих мелочей. Экономичность и простота в использовании сделали Peugeot 104 одним из наиболее успешных городских автомобилей 70-х годов. За все время своего существования было продано более чем 1,6 миллиона экземпляров модели. Эта цифра могла быть и больше, если бы не выпуск в 1983 году более современного Peugeot 205, после которого продажи Peugeot 104 резко пошли на убыль. Ленинградский Peugeot 104 был ремейком на итальянскую масштабную модель Polystyle. В принципе, скопирован советский ремейк неплохо. Основные отличия, которые явно бросаются в глаза, это хромирование. У итальянца оно гораздо лучше и качественнее. На днище итальянские надписи, а у ремейка, естественно, они запаяны и нанесены Made in USSR, и на большинстве моделей цена. Номерной знак в одном символе отличается. Форма задних стопов у итальянца более правильная, а у наших в виде точек. Ну и дворники на лобовом стекле у итальянца более аккуратно отлиты. Корпус модели сделан из металла, и открывающимися деталями являются двери и капот. Крышка багажника, к сожалению, глухая и не открывается. Пластиковыми деталями являются днище, колеса, салон, фары, дворники, двигатель и остекление. Модель хоть и выглядит добротной, но довольно хрупкая. Кроме того, встречается у этого Peugeot 104 цинковая чума, которая медленно, но уверенно разрушает металл. У этого Peugeot часто теряются поворотники, руль, ручка переключения скоростей, спинки сидений, фары и отламываются крепления капота и дверей. Лакокрасочное покрытие также не очень стойкое и при малейшем воздействии царапается и шелушится. Для того, чтобы разобрать модель для ремонта или восстановления, необходимо открутить несколько винтов на днище. Боковые винты, кроме днища, еще держат задние двери модели. Передние двери имеют крепление в виде пружин, которые так и норовят выскочить, и потом их довольно сложно назад ставить в посадочное место и ровно выставить. Остекление и дворники отлиты цельной деталью. Спинки сидений являются подвижными деталями, и их также можно снять или изменить угол наклона. Салон модели выполнен просто, но в нем учтены все особенности этого автомобиля. Можно найти на полу имитацию ковриков, педалей, а кроме рычага коробки передач еще есть и ручка стояночного тормоза. На спидометре даже есть стрелки и деления. На руле есть имитация круглых углублений, как и в настоящем автомобиле. В моторном отсеке тоже все на местах, и многие детали даже очень неплохо проработаны. Колеса с осями крепятся при помощи металлических шпилек, которые проходят вдоль всего днища от задних к передним. Эта шпилька ничем не обработана и со временем начинает ржаветь, особенно если на них каким-то образом попала влага. За весь период производства модель практически не изменялась в деталях. Самые ранние модели не имели цены на днище. Задние стопы по форме и проработке у них были такие же, как и у оригинального от Polystyle. Позже на днище появилась цена в 8 рублей 80 копеек,
которая ставилась туда нагревательной матрицей по типу распайки. Задние стопы видоизменялись и стали с выпуклыми точками. Приблизительно в 1985 году цена на днище поменялась и стала 8 рублей. Самые поздние модели опять производились без цены на днище и могли комплектоваться прозрачными стопами. В моем распоряжении оказались две модели Peugeot 104, одна из которых с ценой 8 рублей 80 копеек, а вторая более поздняя с ценой 8 рублей. Каких-то значительных отличий при сравнении, кроме цены, я не заметил. В глаза бросились только две особенности. В более ранних моделях в моторном отсеке на опорах пружин передней подвески есть посередине круглый выступ, имитирующий гайку. В более поздних моделях этой гайки нет. Наиболее часто это встречается в моделях с ценой 8 рублей на днище. Это подтверждают найденные другие фотографии этой модели, то есть не только у меня такое наблюдается. При разборе модели я еще заметил маркировку на деталях, которая также отличается. На более ранней модели с ценой 8 рублей 80 копеек найден номер S18 и большая цифра 1, а на более поздней модели с ценой 8 рублей номер S18 и большая цифра 2. То же самое было найдено на внутренней части остекления. Возможно, еще на каких-то деталях встречается такая кодировка при более глубокой разборке. Было ли это свойственно именно этим временным периодам, сложно сказать, но то, что в этом также есть некоторое различие между моделями, можно утверждать уверенно. Возможно, в самых ранних или же в самых поздних тоже могло быть какие-то различия в этих штампах. Коробок на эти Peugeot 104 было два варианта. Ранняя с прозрачным окошком и поздняя просто в глухой коробке. На сегодняшний день и одна и другая коробка ценятся не меньше, чем сама модель, так как попадаются они очень редко в целом состоянии. Если вам интереснее другие модели французского автопрома, то на моем канале есть еще несколько видеообзоров, например по фирме Norif. Ссылки на плейлист и видео сейчас должны появиться у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале.